Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами полистать законченную раскраску Colortronic. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Мы раскрашивали ее вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны в конечной заставке. Раскрашивали мы по одной иллюстрации в месяц, но потом, когда оставалось уже не так много, Оксана решила ее закончить, ну и я, соответственно, тоже, глядя на нее, потому что, ну, одна я могу, конечно, ее раскрашивать, но я решила, а чего ждать, потому что мы ее ставим в планы каждый месяц, и поскольку раскрасок прибывает и прибывает, то хочется давать дорогу новым, хотя это мне нравится, она такая приятная отдыхалочка, но с другой стороны у нас много всего, есть что пораскрашивать. Ну, давайте приступим. Здесь в основном я раскрашивала маркерами, ну, давайте по порядку. Ну, я не помню, первая это была, не первая иллюстрация. Да, здесь я спокойно тестирую что-то. Если мне захочется, я могу это скрыть каким-нибудь текстовыделителем, корректором. Вот. Но я не вижу ничего в этом плохого. Здесь фон не требуется, поэтому я его делать не стала. Изначально я раскрашивала, по-моему, брашпенами мазали. А может быть даже какое-то время я начинала фломастерами, потом у меня появились брашпены, и только потом появились маркерами. Сегодня, когда я уже заканчивала раскраску, перед тем, как снимать видео, я стала листать. Ее перелистывать, думаю, ничего я не пропустила. И я была очень удивлена, когда я вот здесь вот увидела белые фрагменты. Я очень удивилась, потому что, ну, понятно, что-то можно пропустить, но здесь довольно крупные фрагменты, чтобы их просто не закрасить. А потом я сравнила вот с этой частью и поняла, что это просто выцвел маркер. И, ну, в общем, довольно-таки ощутимо выцвел. Два варианта выцвела, даже 3 маркера: фиолетовый, синий. Я вообще очень удивилась. То есть, если не сравнить вот с этой вот частью, то даже не поймешь, как будто белый лист. А прошло не так-то много времени. Не, ну понятно, сейчас 22 год, а я покупала эту раскраску, наверное, ну, скорее всего, в июне 20-го. Я не помню, но все-таки это, конечно, жесть. И я даже рада, что я закончила раскраску, а то если бы красить по одной иллюстрации в месяц, то у меня такое ощущение, что когда я бы ее закончила, ее бы пришлось начинать заново. А может быть, так и есть, может быть, она вот постоит какое-то время, год-два на полке, может быть, будет все белое, и я по ней соскучусь, и можно заново красить. Вот как-то так. Возможно, это не совсем плохо, учитывая, что какой-то ценности иллюстрации не несут, а несут исключительно отдыхалочку, да, такой вот антистресс-вариант, то вполне вероятно. Фон, я повторюсь, сделала только там, где это требуется. Вот эта змеюка понравилась многим, и мне в том числе. А здесь фон требовался, но я его сделала сухой пастелью. Ну, я считаю, что какой смысл тратить на это маркеры? Можно, конечно, это не проблема, но, во-первых, всякие там такие цвета у меня довольно быстро заканчиваются, и всегда есть вероятность, что он закончится в самый неподходящий момент, и не все маркеры можно купить поштучно и не сразу. И, короче, я решила, что гораздо аккуратнее и уместнее будет сделать, например, вот сухой пастелью. Здесь я прошлась акварелью на фоне, и мне даже понравился эффект, потому что это небо, так что самое то. Здесь также была использована сухая пастель,
Судя по интенсивности цвета, это пастель Мунга. Она довольно пигментированная. Для меня это реально отдыхалочка. Вот да, вот это я здесь сегодня заметила, что вот тут вот еще где-то вот полностью просто в ноль. Вот этот, по-моему, маркер, да, вот этот цвет нежный, он просто в ноль ушел. И мне сегодня пришлось реально, помимо того, что я раскрашивала новые для себя иллюстрации, я еще вот 2-3 иллюстрации просто доделывала. Просто удивительно. Здесь также фон не требовался. А я реально сначала села, стала думать, ну как так? Как я могла пропустить и не раскрасить? Потому что у меня нет привычки что-то бросать. И да, вот здесь вот маркер, как видите, у меня здесь полосил, здесь он меня подвел сразу. Я раскрашивала не по порядку изначально, поэтому вот как раз это меня и сподвигло фон делать именно пастелью, акварелью, гуашь там, что-нибудь такое. Ну и вот как раз-таки здесь, как видите, мне кажется, может быть, это первое, что я сделала с фоном. То, что пастель заходит сюда, мне нравится. Я об этом как-то говорила. Иногда я забывала, раскрашивая маркерами, подложку положить или же что-то сдвигалось, поэтому да, есть такие косяки. Иногда хотелось немножечко чего-то еще добавить. Вот здесь вот, поскольку белое и не требовалось раскрашивать, я контур скрыла гелевой ручкой. Мне показалось вроде как такой переход, и для неба тоже будет неплохо. Здесь пока что еще ничего не выцвело, что не может не радовать. Здесь фон не требуется, надо сразу все эти закладки убрать, они пригодятся в других раскрасках. Короче, теперь можно давать дорогу новым, а эти просто периодически перелистывать. Тут вот на фоне сухая пастель, потому что я начала красить и поняла, что как-то меня не устраивает такой вариант. Вот это я раскрашивала как раз сегодня. Вот здесь вот маркер стал подводить. Я использовала и вот эти спиртовые маркеры, мазали, еще какие-то. Плюс шарпики использовала. И даже обычные фломастеры. И у меня еще какие-то спиртовые маркеры. Здесь я уже испробовала гуашь на фоне пастельную Эрих Краузе. В принципе, мне понравилось. Для разнообразия неплохо. Это я сегодня раскрашивала. То же самое Мазари, Шарпи, сухая пастель Мунга. Здесь, правда, требовался какой-то голубоватый цвет, но мне попалось, я так не глядя вытащила сухую пастель, ну, мелок. Попался такой, я подумала, что для черепахи этот фон будет лучше. Ну, а если не лучше, то в любом случае подойдет. Вот как-то так. Я, правда, начала эту раскраску раньше, чем Оксана на какое-то время, но в итоге Оксана раньше закончила, но это хорошо. Мы, в общем-то, не соперничаем друг с другом. Мы заряжаем друг друга вдохновением, идеями. И мне всегда очень нравится такое общение. Вот здесь фон, конечно, не самый удачный, но опять же для неба подойдет. Здесь у меня акварель.
Мне нравится вот с Оксаной общаться, мы дружим много лет, и мне нравится, что действительно, вот, допустим, у меня бывает нет энергии, а общаемся в WhatsApp, Оксана там смотрит, что-то делает, и раскрашивает, и по дому что-то делает, то убирается, то готовит, и у меня сразу появляется энергия, мне что-то хочется делать. Бывает наоборот, у Оксаны нет энергии, зато эта энергия есть у меня. Смотришь, уже Оксана повеселела, тоже подорвалась что-то делать. Да, вот здесь вот адское количество полосящего вообще всего. В чем я не могу понять, я же это... ну вот я это делала вчера, понимаете? Это вообще... вот эти пятна, они спустя какое-то время, пару часов появились, но вот это я бы не оставила безобразие, поэтому я думаю, что я сейчас возьму химический карандаш Kohinoor и пройдусь, потому что это слишком безобразно. А вот эти спиртовые маркеры, вот тут у меня мазари, а тут вот вторые. И вот они очень суховатые, честно говоря. Не в смысле, что они высыхают, они в принципе суховатые, и у них они ложатся немножко по-другому, хотя и номера похожи, и все. Вот здесь я тоже вчера раскрашивала сухая пастель, здесь я прям целенаправленно заходила. И мне кажется, да, вот здесь я прошлась карандашами еще. А карандаши я взяла от Joy Wish, это которые... Вот сейчас я их покажу, они лежат рядом, я их еще не убрала, вот такие с Алиэкспресс, но они просто постоянно мне попадались, я рассказывала, я решила заказать 24 цвета на пробу, редкостная гадость, вообще никому не советую, цвета в принципе не совпадают, то есть рубашка может быть голубая, а на самом деле будет цвет морской волны, они бледные, жесткие, и я так поняла, у них есть какой-то оригинал, а это подделка. Причем на фото изначально были вот такие. Короче, избегайте этой пакости, оно того не стоит. Тут вот уже, да, это я тоже вчера раскрашивала и сверху пыталась пройтись этими карандашами. Видимо, придется делать двойную работу и все-таки еще пройтись, потому что мне это край как не нравится. Здесь вы не думаете, здесь все раскрашено светлым оттенком. Это у меня, я сейчас скажу какой, 171 маркер, вот такой вот. Он прям нежный-нежный, но я решила именно им и раскрасить. Ну вот, как бы и все. Ну-ка. Слушайте, как интересно. На фоне, видимо, вот ярких цветов, вот здесь, кажется, совсем не раскрашено. А вот здесь вот пигмент гораздо больше виден. Ну что ж, мы с вами полистали раскраску. Поставлю ее на полку теперь. И на ее место придет что-то другое. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.